Что хочется сказать, мы продолжаем наш эксперимент. И в нашем эксперименте, кто не знает, смотрит нас первый раз, мы ищем точки входа в сделку, анализируем рынок, делаем это на бирже, в частности на бирже Bybit, и показываем, делимся результатами анализа и сделок на TradingView. Все это делает наш замечательный инопланетный гость, ну а я иногда делаю краткий анализ, обзор и делюсь своими мнением, своим видением, как я думаю, пойдет дальше развиваться события на рынке и, в общем-то, своими соображениями, куда бы я пошел и чего бы я нашел. Нашему эксперименту 48 дней. Последние 4 дня те, кто смотрел нас, знают, что я держал лонговую сделку. Сегодня я ее закрыл с небольшой прибылью. Ну и вообще покажу результаты за наши 48 дней. Торгую я монетой Link, и так как это наш эксперимент, не финансовая рекомендация. И вот эта сделка продолжалась в течение практически 4 дней. Вот с небольшой прибылью, получается, сгенерировал я $2.01 USDT, что составило 7,8%. Это была 246-я сделка. Еще сделал сегодня небольших пару сделок. И получается, сгенерировано на 3 июня 25%. То есть начинал я торговать с депозитом $100. Благо, мы не пошли ниже, да, но и твои действия в случае похода ниже, ну, были бы, наверное, не очень приятны. Вернемся к нашему рынку. По-прежнему доминация высокая, по-прежнему у нас является самым важным и, скажем, обозримым, да, кому приковано внимание инвесторов, это первая криптовалюта биткоин, и мы ее сейчас рассмотрим. Мы забрали, как и предполагалось, вот в этом сетапе нашем имбаланс, да, мы предполагали еще возможный поход ниже, и пока эта история не исключается, но что меня радует, я надеюсь, увеличил и стало видно, мы взобрались на вот эту зеленую линию, о которой я как-то на одном из обзоров говорил, вы можете пересмотреть наши видео, если не смотрели их онлайн. Говорил, что будет ключевой зоной вот эта линия в районе 105-700, ну тут, если быть точным, 756. И когда мы заберемся выше нее, ну, мне будет предпочтительней, да, и понятней, что мы пойдем вверх. Однако здесь будет еще одна зона, возможно, мы сделаем проторговку между этими двумя уровнями, которая знаменует вот здешний уровень, да, и когда мы снижаемся, мы обычно снижаемся такой лесенкой, которая каждая следующая, скажем, верхняя точка не поднимается выше предыдущей. И здесь у нас вот мы снижались, откатились, снизились, откатились. И важно, если мы идем снижаться, да, то мы не преодолеем эту зону, от нее оттолкнемся. А если мы ее победим, скажем, да, то мы, скорее всего, что пойдем на перехай. Все зависит от информационного фона, как будет, так будет. И я не устаю это говорить. Но по большому счету, если посмотреть на недельном таймфрейме, то у нас вот такая родилась консолидация, где мы, уберу элементы рисования и попробую показать это уже здесь, как ты меня научил, зеленым маркером. Вот такая у нас есть трендовая, можно сказать. И я считаю, что здесь мы формируем некий, ну, такой вот накопление, не совсем пока ровное, да, но если мы сделаем сейчас вот нечто подобное, то как раз-таки это и будет укладываться в понятие накопления, база, боковик. Как это будет? У нас достаточно серьезный путь пройден уже на биткоине, и, в общем-то, по всем метрикам, которые там из всех информационных каких-то каналов идут, да, что нам осталось тут пройти до 130, до 150. И вполне это может выглядеть таким образом, что мы сейчас здесь накопим, покажу зеленым маркером, как обещал, что мы пойдем вот так, накопим, выйдем, 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 и потом уже выйдем, и выйдем, и выйдем. Поэтому, ну, все ожидают этого выхода. Выход обычно происходит после накопления, да, в котором нужно, скажем, поиграть на нервах у инвесторов. Да, сюда мы пойдем, сюда, туда, сюда, куда мы пойдем.
и потом пойти куда-нибудь, и в конце концов уже разгрузится крупный капитал, и мы пойдем в медвежку. Ну, это если циклы не сбились, потому что, как я смотрел одного эксперта на днях, то 4 цикла – это не так много для того, чтобы понять, что действительно этот актив действует таким образом. Будем наблюдать за этим всем, будем делиться сделками. Моя торговля, я сегодня вышел по стопу, да, могу поделиться тоже. Я пытался поймать отскок на монете суши на часовом таймфрейме. Я, скажем так, мы были, это было сегодня, да, и надо увеличить, чтобы было понятно, о чем я буду говорить. Все знают, ну, кто смотрит наши обзоры, знают, что я обычно провожу вот такую линию, где считаю, что тренд сменится. И я построил версию, что когда мы пришли вот в эту точку, то, скажем так, я увидел, что была свеча доджа, потом была красная свеча поглощения, условно я ее назову свечой поглощения, и я построил версию, что мы отсюда пойдем вниз. Но, как видно сейчас на графике, мы не пошли. Я научился у инопланетного гостя усредняться. Посмотрел, что где-то вот здесь у нас сильная зона, здесь усреднился, и даже в моменте получается, что здесь цена пошла вроде как по-моему, и стоп у меня стоял чуть выше вот этого вот последнего прорыва, да, вот это вот мне добавило, что опять такая же ситуация, как была здесь, мне добавило уверенности, что это точно разворот уже, ну и меня выбило по стопу. Ну и как есть, буду ждать новых входов, новые сделки. Пока наблюдаю за магиком. Сейчас, кстати, на него переключусь, там тоже интересно. Но на самом деле без стопов, наверное, ну, мы не работаем, и это была бы идеальная картина. Вопрос в том, что лишний раз понимание того, что усредняться не стоит, ну, в общем-то, оно приходит, да, надо было выйти сразу по первому стопу, и тогда была бы возможность поймать восходящее движение. Ну, и на самом деле это было такое чисто психологически глупое решение человеческого фактора. Значит, вернемся к магику. Здесь история ровно практически такая же, да, но опыт мне на суше показал, что ну вот мы видим такую же линию, про которую я говорил. Вот у нас такая есть, формируется база, первая точка, вторая, третья, и будем строить четвертую, в которой я, скорее всего, возьму позицию пойти наверх. Это то, что служило нам сопротивлением, да, мы подтвердили выход, формируем базу над этой линией. Как только будет какой-то позитивный информационный фон, да, мы, возможно, и без него, потому что такая немножко у нас есть восходящая, хотя здесь больше даже и восходящая, и нисходящая, как всегда нас путают. Буду, в общем, наблюдать, но в идеальной моей картине было бы вот к этой линии прийти, возможно, легонечко ее пробить, да, ложный пробой, чтобы вот как примерно как вот эта свеча получился, и потом пойти уже показать истинное движение. Истинное движение, к какой цели, я бы сказал, что здесь достаточно приличный при нисходящей структуре был имбаланс вот в этом месте. Сейчас я вернусь обратно и прорисую, как обещал, зеленым маркером. Вот такой здесь есть имбаланс, к которому мы вполне можем отсюда прийти. И, скажем так, по риск-прибыли это будет очень неплохая сделка. Здесь я уже возьму элементы рисования из TradingView, и мы посмотрим, что можно здесь получить. Поставив вот такой стоп и придя, как я уже сказал, к имбалансу, сейчас я его даже прорисую, от тени до тени, тень первой свечи, тень третьей свечи. И когда мы сюда придем, я заметил, что цена касается имбаланса и отталкивается, поэтому может быть. Ну, то здесь очень даже интересный риск-прибыль 1,6,8. Да. Получится такая сделка, обязательно с вами поделюсь. Постараюсь досидеть до конца, хотя здесь будет вот этот сильный уровень 1,432. Мы при походе вниз вот здесь очень сильно, скажем, да, сильно очень
не знали, куда пойти, много ежики такие рисовали, вот, и потом определились и пошли вниз. Поэтому ожидаю, что все-таки реакция будет и когда мы придем к этому уровню, оттолкнувшись здесь от той линии, которую я показал. Да, я, наверное, сюда вот перенесу сейчас эту линию, чтобы она была понятна и видима. Вот, возможно, даже при таком хорошем риск-прибыли, да, стоп и подвинуть, потому что имбаланс есть и здесь, и мы можем сходить как за одним имбалансом, так и за другим. Вот видите, как хорошо, что вы подсказали, и я сейчас прорисую безопасную зону, за которую поставлю стоп. 3,69 получилось. Вот такую сделочку, да, вот такую сделочку я сохраняю и обсудим на следующем нашем эфире. Большое спасибо, дорогие друзья. Ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте про свой опыт в трейдинге. И встретимся уже завтра.